Волчица лежала в логове. Она совсем не поднимала голову, ее глаза были полны слез. С тех пор, как она потеряла своих волчат, жизнь для нее перестала существовать. Волк несколько раз приносил ей добычу, но она даже не посмотрела в его сторону. Она медленно и тихо умирала от тоски. Огромный волк, вожак стаи, отрешенно ходил по лесу. Он не знал, чем помочь своей подруге. Пока он не наткнулся на маленького щенка, который сидел на лесной дороге. Он жалобно пищал и звал на помощь. Как он оказался в лесу, неизвестно. Скорее всего, люди просто выбросили его. Для некоторых это проще, чем любить, ухаживать и заботиться. Хорошо, что еще к дереву не привязали, а то и такое может быть. Матерый волк подошел к малышу и стал его обнюхивать. От щенка еще пахло человеком, значит, он здесь недавно. Волк не знал, что с ним делать, но интуиция подсказала хищнику, что нужно отнести детеныша в логово. Он аккуратно, как будто это его ребенок, взял щенка зубами и понес к своей волчице. Малыш, жадно захлебываясь, стал сосать молоко, а волчица с такой же жадностью и нежностью начала вылизывать мягкую шерстку детеныша. Она вновь почувствовала себя матерью. Этот маленький серый комочек смог заполнить пустоту в ее сердце. По ее телу опять разлилась теплота, прямо как тогда, когда под ее теплым животом спали ее волчата. Волк наблюдал за всем, что происходило в логове, и решил, что раз его волчица приняла малыша, значит, так тому и быть. Вдоволь насытившись, щенок уснул прямо под животом у своей приемной матери. Волчица его долго вылизывала, а потом впервые за последние несколько дней уснула сама. Сон их был крепким и безмятежным, как будто что-то соединило эти два осиротевших сердца. Волк постепенно привык к новому ребенку в их логове. Он начал учить щенка охотиться, добывать себе пропитание. В общем, он учил его всем волчьим навыкам. Шло время, и щенок подрос. Он был внешне даже чем-то похож на волка и имел волчьи повадки, но вожак прекрасно понимал, что из собаки никогда не получится волк, и стая его не примет. Тогда волк принял единственно правильное решение — отнести щенка к людям. До ближайшей деревни было недалеко, и с утра, взяв щенка за загривок, вожак отправился в путь. Он часто останавливался, чтобы передохнуть, а малыш никак не мог понять, что происходит, и жалобно скулил. Вдали показались деревенские огороды, волк дождался удобного момента и проник на человеческое подворье почти незамеченным. Он оставил своего приемного сына в каком-то ближайшем дворе и стал издалека наблюдать, что будет дальше. Щенок бегал по двору и громко скулил, он звал своих приемных родителей, но их нигде не было. На эти звуки выбежал мальчишка и остановился, увидев у себя во дворе такое чудо. Он подхватил малыша на руки и прижал к себе. Тихими добрыми словами он начал успокаивать щенка и гладить его по голове. Мальчик побежал домой со своей находкой, а серый хищник вернулся в лес к своей волчице, спокойной за судьбу своего приемного сына. А у них с его верной подругой будут еще волчата, он в этом не сомневался. Мальчик забежал в дом с собакой на руках. «Папа, смотри, кого я нашел!» «Да это же настоящая породистая охотничья собака», удивленно произнес отец. «Где ты его взял?» Отец парня был известным в тех краях охотником. «Наверное, кто-то подбросил нам его во двор. Давай оставим щеночка себе», не унимался сын. «Это будет моя собака. И только моя. Можно, папа?» И сын посмотрел в глаза отца умоляющим взглядом. Щенок лизнул мальчика в нос и прижался к нему еще сильнее. С тех пор прошло несколько лет, щенок вырос и превратился в отличную охотничью собаку. Равных ему во всей округе не было, сказывалось все-таки волчье воспитание, правда, об этом никто не знал. Он был беспощадным на охоте, и все остальные охотничьи собаки отдавали ему должное, потому что чувствовали его превосходство. Единственное, что смущало охотника, это то, что пес совершенно отказывался охотиться на волков. Семья охотника обожала этого пса.
Он очень быстро стал у них не просто собакой, а настоящим членом семьи, поэтому ему прощали эти непонятные для людей особенности. За это время подрос и мальчик, они с псом были неразлучны, и отец стал часто брать сына с собой на охоту. Этой весной в волчьем логове царило полное счастье и гармония. Волчица принесла 3 маленьких волчат. Слепые и мокрые, они тихо пищали. Волчица облизывала их и по-своему успокаивала. Волчата быстро росли, и молока им уже не хватало. В поисках добычи волк постоянно рыскал по окрестностям, надолго оставляя свою подругу одну с потомством. В этот день охотник с сыном и собакой пошли охотиться на зайцев. Они долго бродили по лесу и решили сделать привал, отдохнуть, перекусить и собираться в обратный путь. Дома их уже заждались. Мать, наверное, приготовила вкусный ужин. За разговорами они совершенно не заметили, что вышли к волчьему логову, хотя собака вела себя очень странно. Она нервничала, постоянно прислушивалась и принюхивалась, становилась в стойку, потом опять начинала метаться по лесу. «Что сегодня такое с псом происходит? Никак не могу понять», — забеспокоился отец. И в этот момент на поляну вышел огромный волк. Он принес добычу для своей семьи. Вожак медленно повернулся к людям, его глаза сверкнули злобой, он зарычал, готовый кинуться в последний бой, защищая свою семью. Сейчас решится, кто выживет, человек или дикий зверь. Охотник вскинул ружье, и вот должен был раздаться выстрел. Но тут произошло самое неожиданное. Между хищником и человеком неожиданно встала собака. Она как будто закрывала волка своим телом. Та самая охотничья собака, которая должна была броситься на зверя, чтобы защитить жизнь своего хозяина. «Отец, не стреляй!» — закричал мальчишка. «Ты убьешь мою собаку!» И мужчина опустил ружье. Волк стоял неподвижно и втягивал ноздрями чистый весенний воздух. Он чуял такой знакомый и родной запах своего приемного сына. «Неужели это он?» — подумал вожак. Пес тоже узнал свою приемную семью. Он понял, что в логове сейчас находится его мать, та, которая вскормила его своим молоком и не дала погибнуть в лесу голодной смертью. Он помнил ее тепло, вкус ее молока, ее неповторимый запах. Вожак поднял голову к небу и завыл. На его голос из логова показалась волчица. Медленно приемные родители и выросший щенок шли навстречу друг другу. Они встретились и долго не решались подойти близко. Потом пес, виляя хвостом, приблизился к своей семье. Он заскулил и упал на спину, обнажив живот и выражая свою полную покорность перед ними. Пес уткнулся влажным носом в холодный бок своей приемной мамы. Волчица стала вылизывать его, как она это делала в его далеком детстве. А люди не могли оторвать взгляд от этого незабываемого зрелища. «Отец, когда я нашел щенка, то видел на заднем дворе волчьи следы», — сказал мальчик. Мне тогда показалось, что детеныша принесли из леса волки, но я не мог в это поверить. А сейчас вижу, что мои догадки были правдой. Наверное, поэтому он никогда не охотился на тех, кто спас ему жизнь. Он ради их спасения готов был пожертвовать собой. Вот такая интересная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.